привет! 11 июня 2023 года. Смотрите, как соцветия разрыхлились. Это говорит о том, что уже скоро начнется цветение. На большинстве оно еще не началось, просто пошел процесс такой разрыхления соцветий. Но вот есть кишмиш Юпитер, смотрите, у него уже процесс пошел. На прошлой неделе я видел, что уже разрыхляются, но еще цветение даже не начиналось. Я ждал, когда более-менее как-то сроки более-менее у всех совпадут, потому что цветут все по-разному. Но здесь, честно говоря, уже процесс, ну, не буйный, но уже такой приличный. Надо быстренько сделать обработку перед цветением, это обязательно. Если проморгаем, потом можем лишиться урожая. Значит, что я добавляю обычно в основную обработку? Как правило, это первая обработка у большинства. Но я делал, например, обработку по 3-5 листу. Эту обработку делают не все, но по сути вот это самая основная перед цветением, потом после цветения и так далее. Ну вот перед цветением что я делаю? Ну я по классике делаю топаз, беру 4 мл, Редамил Голд 25 грамм. Это все на 10 литров воды. Значит, можно к этому делу добавить борной кислоты 10 грамм и 5 грамм сульфат цинка. Это для лучшего цветения, для опыления. Еще можно добавить кристаллон зеленый 20 грамм. В общем, все это отдельно поразмешивать и сделать боковую смесь, довести до объема 10 литров воды. И вот этим всем сделать обработку обязательно. Во время цветения уже обрабатывать будет нельзя. Ну, если где-то что-то уже процесс небольшой пошел, ничего страшного. Но главное, чтобы не было обильного цветения. Это системные препараты, которые у меня есть в наличии. Если у вас нет этих, абсолютно любой системник подойдет. Но не контактник, потому что контактник это до первого дождя. Системник можете взять абсолютно любой. Обязательно, чтобы был от милдию, это аидиума. Единственное, что обязательно нужно чередовать. Нельзя особо часто, постоянно увлекаться, обрабатывать одним и тем же. Ну, скажем, пару раз можно, но не чаще. Все равно надо чередовать, чтобы не было привыкания. У меня было уже такое попадало, что немножечко пошло цветение, но в итоге процесс заканчивался неплохо. Вот по прошлому году примерно так и было. В принципе, все у меня пылилось хорошо. Ну вот Мускат Блау, кстати, у него тоже процесс вот-вот уже начался, потихонечку начинается. Остальные все, особенно столовые, они немножечко попозже, возможно, на неделю попозже. Но я уже не буду ждать, я уже одним махом обработаю все кусты, все сорта. Перед обработкой я, конечно же, провел пасынкование. Значит, все, что ниже соцветий, я полностью пасынки поудалял. И на уровне соцветий. Все, что выше, я оставил по одному листику. Не боимся, аккуратненько отщипываем. Ну вот Аркадия тоже начинает разрыхляться, но, как правило, Аркадия цветет самая последняя. Ну вот, смотрите, на ней, кстати, покажу. Вот пошли пасынки. Многие не понимают, что такое пасынки, объясняю. Вот идет побег, вот идет основной лист, и в пазухе листа у него есть пасынки. Вот листик есть, вот точка роста. Можно отщипнуть, оставить 2 листика, можно отщипнуть, оставить 1 листик. Это уже смотрите сами. Бывают сорта с очень большими листами, там вообще не вариант оставить 2 листа. На многих можно оставлять и по 2. Вот ниже соцветия и на уровне у меня пасынков вообще нет, я их просто повыщипывал. Многие ломают, но, честно говоря, побаиваюсь поломать, повредить глазок. Возможно, в следующем году мне понадобится, возможно, для дальнейшего урожая, возможно, для черенков, чтобы были хорошие почечки тоже. Ну и все, что ниже соцветия, все удалил. Ну вот, проморгал, удаляем полностью. Листики все оставляем. В общем, для цветения нам нужно, чем больше листвы, тем лучше. Единственное, чтобы сильно густоты не было. Когда пасынки мы удаляем вот эти, здесь более-менее такое свободное уже пространство появляется. Уже нет такого затенения, загущения. Потому что бывает, что конкретное загущение, как только пасынки поудалял, все. Здесь уже все красиво и замечательно. Ну давайте еще Алешенькин покажу. Смотрите, какие огромные у него всегда соцветия. Просто огромные. Видите, насколько разрыхленные соцветия. Вот уже вот-вот будет сбрасывать колпачки. Совсем чуть-чуть, буквально день-два и точно сбросит. Поэтому все как раз получается вовремя. Дождей нет и не предвидится. Кстати, обязательно пролил
вообще не рекомендуется поливать перед цветением, как бы нормально, во время цветения не рекомендуется поливать. Будем поливать, потому что у нас больше месяца не было дождей. Если мы не польем, от засухи кусты посбрасывают вообще всю зависть и можем остаться без урожая. Такое уже было. Не у меня, правда, было. Я знаю людей, у кого действительно были проблемы с дождями. У меня первый год такое. И если не поливать, потом просто куст не тянет, и он сбрасывает эту зависть, потому что у него не хватает просто влаги, сил, чтобы это все вытянуть. Вон попроливал, смотрите, земля вся прям трескается. Некоторые побеги до второй, некоторые до третьей проволоки доросли. Ну, уже взрослые мощные кусты, они уже, вон, смотрите, до четвертой проволоки доросли. Уже перерастают, скоро до верхней проволоки дотянутся. В общем, процесс пошел. Давайте глянем кустик, который у меня повредился в июне от заморозка. Он единственный на всем участке, который повредился. Смотрите, листва более-менее какая-то восстанавливается, живая. С пасынков пошли новые побежки будут. Ну, это, естественно, все в труху. Ничего не выйдет. Но в любом случае живой, здоровый, я надеюсь, восстановится. Ну, здесь вот этот потяжелее идет, там получше. Ну, посмотрим. Что-нибудь, я думаю, да будет. Вот рядом точно такой же куст. Он также стартовал хорошо, рядышком находится, но его ничего не повредило. Абсолютно. Видите, мощага идет. Это спонсор. Довольно резенько пошел, и я думаю, будет от него толк. Ну, вот так примерно выглядят мои кусты, мои ряды. Все прорежено, все отпасынковано, если можно так выразиться. Кстати, видно, что начинался антракноз. Вовремя я его прибил. Я сделал обработку, когда они еще маленькие побежки были. И вот сейчас явно выражено. Все, что выше, пошло идеально. В общем, я эту заразу приглушил. Хотя ее не было заметно, буквально пару листиков. Как правило, по пятому листу всегда от антракноза обрабатываю, потому что каждый год одна и та же песня. Но это на пару побегов было, остальные все чистенькие, кстати. Глушил я антракноз орданом. Медсодержащий препарат, системник. Ну что, сделали вот мы такую баковую смесь. В общем, все смешали. Перед опрыскиванием мы еще раз хорошенечко все размешиваем. Не забываем про средства защиты. Перчатки, маска, ну, комбинезон у кого есть. В принципе, здоровье прежде всего. Значит, давайте сейчас покажу, как правильно опрыскивать, потому что многие задавали этот вопрос, хотя мне казалось, что все это уже знают. Ну, давайте так, пока без защиты, без маски, чтобы было удобно говорить, покажу. Ну, давайте к этому кустику подойдем. Обязательно берем и лист не просто сверху обрабатываем, а берем снизу, чтобы оборотная сторона листа была смочена. Потому что если просто сверху, то мы внутреннюю сторону листа вообще, получается, не зацепим. Надо со всех сторон обязательно. Хотя это системник, он по-любому сработает, ну просто чтобы это уже вошло в привычку. Что лист, вот когда будете контактниками особенно, там надо будет очень тщательно со всех сторон обрабатывать. Значит, берем снизу вверх и вот так вот обрабатываем. Чтобы на жену тут сильно тоже не попадало, долго не буду показывать. Значит, обрабатываем вот так и землю немножечко. Все, по обработке вообще проблем нет. И пошли. Единственное, выбираем обязательно вечернее время, желательно, чтобы ветра было, чтобы безветренно. Ну, сейчас ветер, честно говоря, погодка так себе. Наверное, еще полчасика подожду, потом буду обрабатывать, потому что, ветер такой приличный. Поэтому, главное, безопасность, защита. Еще такой момент. Мы лист обрабатываем до тех пор, не обрабатываем так, чтобы стекало с листа, а просто делаем вот такой туманчик. Все, туманчик прошелся тоненьким слоем, оно прошлось. И этого достаточно. Не надо, чтобы оно стекало, чтобы в грунт это все литрами поглощалось. Не надо, достаточно просто контактно, чтобы оно коснулось листа, чтобы вот этот туманчик полностью покрыл лист. Все, этого более чем достаточно. Обрабатываем, не боимся, главное все делать вовремя, и проблем быть у нас не должно. Все, народ, всем удачи, пока, хороших урожаев!